Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 14 марта, киевское время, 19 часов. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях. Российская Федерация использует тактику террора, неизбирательно обстреливая населенные пункты, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Но тут надо добавить, что сегодняшний день отличался целый день сегодня воздушной тревоги. Одна звучит, только не успеет прозвучать отбой одной воздушной тревоги, тут же начинается следующая воздушная тревога. Российская авиация очень активна в воздухе. И МиГи-31, и Су-24, кстати, были пуски ракет по Одессе. Но, слава богу, наше ПВО работает. Все ракеты были сбиты на подлете к нашему побережью. Работало наше ПВО. Ну, единственное, я так понимаю, что достать российские самолеты у нас возможности не было. Которые залетали с акватории и пытались обстреливать Одессу и Одесскую область с акватории Черного моря. Также враг нанес 35 авиационных ударов, в том числе и те, которые я сказал, и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается работа по инженерному оборудованию позиций в приграничных районах на вражеской территории. Это Белгородская область. Продолжают они рыть окопы, ставить бетонные надолбы, или как их там называют уже, зубы дракона. То есть они собираются обороняться. Непонятно от кого, но они собираются обороняться. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, то есть ведет атакующие действия, но они все не имеют успеха. Как вывод, за прошедшие сутки можно сказать, что на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город. Ситуация в Бахмуте остается тяжелой и усугубляется за счет продвижения врага с юга, где присутствует с юга города, в самом городе, где присутствует частный сектор, легко разбирающийся артиллерией противника. То есть российская артиллерия просто берет по одному дому и сносит его с лица земли. Соответственно, обороняться нашим войскам становится негде. И таким образом они отходят. Глядя на ситуацию в Бахмуте, снарядного голода у оккупантов на сегодняшний день нету. Именно в Бахмуте. Я так понимаю, что туда стянута большая часть артиллерии. И, естественно, все снаряды предоставляются именно на штурм Бахмута. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия. Продолжаются бои в районе Каменки. Очередные неудачные атаки враг произвел в районе Северного и Невельского. У последнего, у Невельского, оккупанты потеряли еще и немало техники. То есть там попытка была атаки на броне. Естественно, мы эту броню всю пожгли. Запорожское, Херсонское направление. Противник ведет оборону, наращивает ее в инженерном отношении. Обстрелам подверглись со стороны противника районы более 50 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения. На глубину досягаемости артиллерии
рашистских войск. В течение суток наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника. 3 склада боеприпасов, 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков тоже были уничтожены ракетными войсками и артиллерией наших сил обороны. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 740 российских захватчиков, уничтожили порядка 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 1 средство ПВО, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, сегодня в эти сутки был, видите, большой урожай, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. На данное время, на сегодняшнее утро и в данное время обстановка не изменилась. В Черном море находится один носитель, ракета-носитель с ракетами «Калибр», залп которого может составить 4 ракеты. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь поговорим немножко о военно-политической обстановке в Украине и вокруг нашей страны. Надо отметить, что подготовка наших солдат идет полным ходом в разных странах-партнерах. И на сегодняшний день, на этой неделе, 10 наших экипажей, это рота полноценная, завершает обучение на танках Leopard 2 версии А4 в Испании. Так что 4-недельная подготовка в учебном центре вблизи города Сарагоса в виде технико-тактического инструктажа и выполнения задач по обслуживанию подходит к завершению. Так что в конце этой недели мы получаем 10 полноценных подготовленных экипажей для танков Leopard 2 версии А4. Не отстает от Испании и Германия. Обучение наших военнослужащих, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевом танке Leopard 2 близится к завершению, сообщает немецкая пресса. То же самое, то есть, как мы и предполагали, что конец марта, начало апреля мы начинаем получать подготовленных специалистов. Мы начинаем, и они продолжают учить наших бойцов здесь, то есть они становятся на некоторый период как инструкторы, и они помогают прибывает техника, они помогают эту технику осваивать и ставить ее в строй подразделений. Верховная Рада Украины проявила инициативу, и там зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины об определении существующего в Российской Федерации политического режима. Давно назрел этот вопрос, и Верховная Рада Украины своим постановлением предлагает называть этот режим рашизм, российский фашизм, и осуждение его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и людоносных. Вот такое постановление. Кстати, уже термин рашизм даже появился в словаре электронном. И под данным постановлением народные депутаты Украины признают рашизм как идеологию, лежащую в основе государственной политики Российской Федерации и режима Путина. Это не нацизм и не фашизм, давно и навсегда оставшийся в 20 веке. И пора уже перестать смешивать эти понятия с Московией, имеется в виду нацизм и фашизм. Рашисты являются прямыми потомками коммунизма, который самой сущностью и прямым текстом заявляет об этом всему миру. Пока люди не видят флаги с серпом и молотом на танках и оккупированных городах и селах, советские шевроны, заявления и характер действий советской идеологии, у каждого под носом оживает красная зараза.
Ну, кстати, вот так написано в пояснительной записке. Кстати, скажу так, что вспомните, они именно с красным флагом они начинали вторжение. Красный флаг, серп и молот, красная звезда. И именно под такой идеологией они и начинали это массированное вторжение российских войск в Украину. Далее. Продолжаем российскую тему. Путин ищет козлов отпущения, на которых сможет возложить вину за провалы Российской Федерации, пишет Wall Street, точнее, пишет Институт изучения войны, извините. Аналитики этого института отмечают, что пока Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на Кремль и Министерство обороны Российской Федерации, Путин использовал ЧВК «Вагнер», чтобы защитить режим от губительных последствий своих решений. Ну, то есть, так как мы с вами и говорили ранее, что Пригожина вместе с его организацией «Вагнер» его просто использовали. Причем таким грубым и циничным способом. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить. Единственное, что Мавр до сих пор не понял, что его уже списали и выкинули на помойку. Он еще пытается кидать какие-то политические заявления, что может повлечь за собой некоторые последствия в плане, допустим, резкого ухудшения его состояния здоровья. Вот. Ну, посмотрим. В любом случае, все идет к тому, видите, даже уже Американский институт изучения войны пришел к выводу, что все провалы, допустим, на том же Донецком или Бахмутском направлении, когда этот провал состоится, а это вопрос времени, виноват будет Пригожин вместе со своей частной военной компанией. А так как они несут огромнейшие потери, большие, кстати, чем регулярные части российской армии, то я так понимаю, что на момент навешивания ярлыка виновника или козла отпущения на Пригожина, там уже возмущаться некому будет. Бойцов этого ЧВК практически в живых не останется. Да и никто их не будет слушать или никто им не даст возможность выступить. Ну и вот тут, опять же, сегодня московская, российская тема, московская, разницы нету. Так вот, я напомню, что в Москве начали расстановку и вокруг Москвы начали расстановку средств ПВО. Уже больше месяца расставляют ПВО и в районе МКАДа, и в самой Москве. Причем под эти средства по ПВО, которые разворачивают, даже производят вырубку зеленых насаждений на территории самой Москвы, то есть в парках и скверах. Кстати, очень интересное появилось, у кого есть доступ, в российских пабликах есть интерактивная карта, там где москвичи сами уже, дякуємо вам величезне, интерактивная карта с реальными фотографиями вот этих комплексов ПВО. С-300, С-400 замечен, ТОР, БУК, практически весь набор. Это свидетельствует о двух вещах. Первое, что Россия готовится к тому, что в Москве может начаться бавовна, как мы любим это называть, от каких-то добрых или людей или непонятных причин. Вот. Это первый момент. И второй момент, это подтверждает еще раз, что никакое стационарное ПВО в Российской Федерации, видимо, его вообще нету. Или они настолько в нем не уверены, что они сегодня готовы расставлять весь набор систем ПВО сухопутных войск или систем ПВО вооруженных сил России, они готовы сегодня выставлять в Москве. Помните панцири, которые поднимали на крышу административных зданий? Сегодня вот эти дивизионы целые развернуты в Москве и на ее околицах. Так вот, сегодня уже начались приключения. Кстати, вчера в Москве, опять же, какие-то неизвестные взломали кабельное телевидение, и по всем телевизорам в Москве начали транслировать сигналы воздушной тревоги и эти самые сообщения о том, что немедленно пройдите в ближайшее бомбоубежище. Также, опять же,
москвичи, не жители России, не правительство, не руководство начали создавать интерактивную карту бомбоубежищ. Правда, они все закрыты на замок, но тем не менее народ начал изучать маршруты. Рекомендую уже начать собирать тревожные чемоданы. Мы это все уже проходили в феврале 2022 года. Так вот, вчера приключилась очень интересная штука. 3 беспилотника летали над военной частью воздушно-космических войск в Новой Москве. Там обеспечивает, эта часть там развернута, просто среди поля. Она развернута и обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы Российской Федерации. Об этом сообщают российские СМИ. Это я не выдумал, это не развединформация, это официальная информация российских средств массовой информации. Так вот, по их информации, беспилотники вели наблюдение за частью. Дроны были на высоте 200 метров у военной части, снизились, покружили и улетели. То есть отфильмовали, все снято на видео, возможно, отфотографировали. Судя по высоте 200 метров, то в деталях все было отснято. Тем более дронов было аж 3. И квадрокоптеры якобы подняли из лесополосы рядом с объектом. Правоохранители обследовали местность, но следов оператора дрона не нашли. Вот такое вот приключение. Но военные почему-то российские не открыли огонь по этим дронам. Вот тут настораживает. Может быть это постановочный спектакль для запугивания собственного населения, потому что и это сразу же было предано огласке всеми пропагандистскими СМИ Российской Федерации. Вот. Так что дивизион, часть воинская стоит, развернута в боевом режиме, работает. Но почему-то дроны летают, снимают, и потом об этом трубит российская пропаганда. Опять же вопрос, что нечем было сбить, вы ничего не можете сделать с дронами, тогда что вы там стоите? Кого вы тогда защитите, если вы не можете сбить дроны? Либо население той же Москвы готовят к тому, что ситуация может резко ухудшиться. Так что такие два вывода можно сделать из этой ситуации. Ну и еще одна тема, тоже касательно России. Видите, я сказал, сегодня как день сурка, да, для Российской Федерации. Так вот, Международный трибунал в Гааге открыл против России 2 уголовных дела. Об этом сообщает New York Times. Речь идет о 2 первых уголовных делах, которые касаются похищения детей и ударов по мирной инфраструктуре. Как и обещали, никто морем не уйдет, как говорил классик. Каждый оставит свой след на земле. Поэтому все, кто отдавал эти преступные приказы, кто отбирал детей у родителей, кто депортировал наших детей с оккупированных территорий в так называемые лагеря перевоспитания, готовьтесь увидеть свою фамилию в списках обвиняемых Международного уголовного суда. Россия обвиняется как государство. Соответственно, решение суда будет требовать выдачи военных преступников, которые это осуществляли. И, соответственно, те, кто отдавал приказы, те, кто пускал ракеты, начиная от летчиков и технарей, которые готовили эти ракеты, заканчивая Путиным и Шойгу, которые отдавали приказы. Тех ракет, которые летели по нашим электростанциям, подстанциям, тепловым станциям, которые попадали в торговые центры, в жилые дома. Вот за это 2 реально уже уголовных дела открыто Гаагским судом. И сейчас мы начинаем передавать туда доказательную базу, которая помогала нам собирать практически вся цивилизованная часть общества. Я имею в виду страны-партнеры. Многие прислали сюда своих следователей, криминалистов, экспертов. И вот эти все тома вот этого дела уголовного сейчас будут передаваться в Гаагский трибунал. Уехать не получится из России. Все, кто попадет в списки военных преступников, на них будет выдан международный ордер на арест. Поэтому любая страна, которая уважает международное право и хочет жить в правовом поле, будет обязана задержать этих людей и выдать их Гаагскому трибуналу. Следующая новость, наконец-то
оставим в покое рашистскую Россию и перейдем к нашим проблемам. Укроборонпром сделал заявление, очень хорошая новость, они развернули еще одну линию производства. Теперь это касается выпуска 125 миллиметровых боеприпасов для танков. Танковые выстрелы начали производить для нужд вооруженных сил Украины. Танковые выстрелы подходят к танкам Т-64, Т-72 и Т-80. Началось их конвейерное производство. Это уже 5-й тип боеприпасов, который производится концерном Укроборонпром. Ранее сообщалось о том, что они наладили производство мин для минометов 82 мм и 120 мм. Это основные минометы, батальонный и полковой, соответственно, миномет. А также было сообщение о том, что начался выпуск 122 и 152 миллиметровых артиллерийских снарядов соответствующих калибров. Итого 5 видов боеприпасов сегодня выпускается Укроборонпромом на территории стран-партнеров. Каких стран конкретно не указывается, но боеприпасы выпускаются. Далее, еще одна новость касательно, опять же, боеприпасов. Страны Европейского Союза на следующей неделе подпишут общий план закупок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Я вам рассказывал вчера, что Брюссель разработал целую программу поддержки европейских стран, которые будут передавать боеприпасы Украине для того, чтобы они могли себе возобновить производство или создать у себя производство и выпустить себе необходимое количество новых боеприпасов. Сейчас вот эта программа, которую они собираются подписать на следующей неделе, это будет совместный план закупки. Европейский Союз, еще кроме этого, будет закупать у стран, членов Евросоюза, будет закупать боеприпасы на сумму 1 миллиард евро. И это все будет передаваться Украине. Вот такая вот программа поддержки вооруженных сил Украины и поставки боеприпасов нам для борьбы с рашистами. Ну и на пасашок, вишенкой на торте, хочу сегодня представить новость. Вчера был китайский день. Я более-менее подробно постарался рассказать о ситуации, которая сложилась вокруг Китая, или которую создал вокруг себя Китай. В том числе она очень сильно касается нас, касается визита. До сих пор нет официального подтверждения. Разные издательства пишут о том, что все, вот завтра, точнее не завтра, на следующей неделе Си обязательно поедет в Москву. Даже некоторые издания, американские издания, берут на себя смелость дать более-менее конкретную дату. Уже даже фигурирует дата с 21 по 23 марта. Якобы Си должен посетить Москву. Но там есть маленькая загвоздка. Загвоздка состоит в том, что Си Цзиньпинь не хочет начинать свою политическую деятельность на третьей каденции руководителя КНР на негативе. Понимаете, да? Ему нужен позитив. Он должен дать какой-то позитивный результат, сделать что-то хорошее. Поэтому китайскую сторону очень сильно интересует, на какие же компромиссы и на какие уступки может пойти Путин для того, чтобы остановить эту войну. Вот. Но мы знаем с вами, на что может пойти Путин. Это немедленное прекращение огня и застолбление вот той территории, которую он сегодня захватил. Вот. Это может быть. Визит, на основании этого визита, после этого визита, я вам говорил вчера, Си Цзиньпинь хочет поговорить с президентом Зеленским в режиме видеоконференции. И есть уже реакция Вашингтона. Я так понимаю, что наш офис президента согласен на этот разговор. Как только предложение поступит, разговор будет организован. Так вот, Вашингтон отреагировал на этот разговор. И, в принципе, реакция Вашингтона подтверждает наши догадки о том, что позицию, которую президент Зеленский высказывает все это последнее время,
ну, я не имею в виду весну прошлого года, а уже ближе к лету он сформировал другую позицию, что переговорный процесс с Российской Федерацией возможен, первое, не с Путиным, а с другими представителями. И второе, он возможен только, наверное, первое, он возможен после вывода всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года. И второй момент, это не с Путиным. Потому как легитимность Путина на международной арене сегодня очень сильно подмочена. И мало, наверное, кто может посчитать его легитимным. Так вот, в Вашингтоне высказались позитивное, и в Вашингтоне было сделано заявление, что Белый дом приветствует возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, который станет первым контактом такого уровня между обоими государствами после начала полномасштабной войны. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Тут есть еще одна особенность. Соединенные Штаты там добавили потом, что США очень хотят, чтобы Си Цзиньпин услышал из уст нашего президента версию этой войны. И услышал нашу позицию, политическую позицию в отношении перемирия или начала переговорного процесса с Российской Федерацией. Вот я так понимаю, что в Вашингтоне надеется на то, что из первых уст, из уст президента Украины, может быть, до Си Цзиньпина дойдет суть этой войны и дойдет, и он поймет нашу позицию. А дальше его дело, примет он ее или не примет. Если он ее не принимает, то ему надо просто прекратить всякие попытки влезть в качестве миротворца в этот вооруженный конфликт. Если он принимает нашу позицию, то тогда он может поучаствовать в качестве миротворца в этом переговорном процессе. Но я больше склоняюсь к первому, что Си Цзиньпин не поймет и не примет нашу позицию переговорную, иначе бы он начал с нашего президента беседы. Но он летит сначала в Москву, а потом будет разговаривать с нами. То есть он будет давить на нас и будет пытаться принудить нас к переговорному процессу здесь, сейчас и немедленно. Вот. И некоторые политики из окружения Си Цзиньпиня высказывались, в Китае звучали там даже примерные даты, они сказали, что война может кончиться в середине лета текущего года. То есть они на что-то там рассчитывают. Но опять же, видите, судя по всем признакам, посмотрим, как оно будет реально выглядеть, но пока что Китай на стороне Российской Федерации. Вот такие вот военные, военно-политические новости сегодня прозвучали в нашем с вами видео. Я по традиции после первой части делаю паузу. Вы можете, кто не подписан, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Вопрос по сводкам Генерального штаба. К какой графе относятся уничтоженные установки радиоэлектронной борьбы рашистов? Спасибо. Смотрите, станции радиоэлектронной борьбы и станции радиоэлектронной разведки и постановки помех — это все специальная техника. Она относится к разделу специальной техники. Их очень мало, поэтому и стоят они довольно на большом удалении от линии фронта. Вот, поэтому их и такое малое количество. То есть инженерная техника, техника РЭП, это все относится к специальной технике. В этом разделе и ищите. К сожалению, на сегодняшний день Генеральный штаб не дает, их можно понять, у них объем информации там просто гигантский.
Но я надеюсь, что после войны они дадут расшифровку всех этих цифр. По типам, по категориям, там, даже те же танки, вы же понимаете, что там от Т-62 до Т-90. А Т-90 есть три вариации. Вот. Поэтому они дадут эту расшифровку, и тогда мы более подробно узнаем о содержании этих глав. Но пока, вот я сказал, специальная техника, она включает в себя и машины или станции РЭП. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ракетные комплексы типа 8К-14, базирующиеся в Калининградской области, их задействуют в наше воздушное пространство? Но они оттуда, не сразу скажу, 8К-14 это Искандер. Комплексы, которые Российская Федерация разместила, по-моему, еще накануне, в 2021 году на территории Калининградской области для запугивания, даже раньше, по-моему, еще разместила, для того, чтобы попугать Запад. И причем тогда, когда они размещали Искандеры, дальность пуска была 500 километров баллистической ракетой, и тогда уже к Искандерам были крылатые ракеты, те, которые кончились первыми в нашей войне у россиян. Вот. Поэтому там эти комплексы, там, по-моему, стоит и бригада ракетная, там эти комплексы стоят для запугивания НАТО. То есть они как бы балансируют, Путин пытается сбалансировать военную угрозу со стороны НАТО, как он говорит, поэтому эти комплексы там находятся. Я думаю, что они вряд ли будут переброшены в Украину для использования против нас. Почему? Потому что нечем заменить. На сегодняшний день ситуация с пусковыми установками крайне плохая. Дело в том, что пусковые установки рассчитаны на какое-то определенное количество пусков. Точные цифры я вам не назову, но тем не менее, бесконечно пускать ракеты пусковая установка не может. И те пусковые, которые задействованы сегодня в Украине, они уже свой ресурс, что-то выработало, что-то уже на пределе. И если забрать из Калининграда Искандеры, комплексы ракетные, то заменить их уже будет нечем. Поэтому, скорее всего, я предполагаю, что вряд ли их оттуда будут выводить. Тем более, что НАТО, следуя логике Путина, НАТО может это расценить как шаг слабости или шаг к компромиссу со стороны Путина. А Путин не готов сегодня идти ни на какие компромиссы. Добрый день. На данное время живу в Японии. Вот интересно, почему во время рассказа про учения Америки и Южной Кореи не упомянули Японию? Ведь она вся утыкана американскими военными базами. И учения проходят не возле США, а здесь, рядом. Чем это грозит для самой Японии? Ну и тут... Вопрос, для Японии это ничем не грозит. Япония, наоборот, она использует систему коллективной защиты для себя. И насколько я знаю, то с Соединенными Штатами там есть полное взаимопонимание у них в системе безопасности. Кстати, США уже передали первые партии новейших истребителей F-35 палубных для японских авианосцев. Хотя, ой-ой-ой, у Японии нету флота, у них есть корабли береговой охраны. Так вот, корабль, один из кораблей береговой охраны Японии, уже вместо японских самолетов на палубу поставил F-35 в версии палубного самолета. Вот. Поэтому для Японии это ничем не грозит. Это наоборот для Японии система коллективной защиты. Плюс, я так понимаю, что там хорошее взаимодействие с Южной Кореей. И вот этот треугольник США, Япония, Южная Корея, они вместе борются с основными тремя угрозами, которые есть, военными угрозами, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это Китай, это Россия. И это Северная Корея. Кстати, Северная Корея постоянно, я бы так сказал, дразнит Японию в плане того, что делает пуски в акваторию Японского моря. И ракеты, которые пускает Северная Корея, как правило, падают где-то в районе
территории Японии. Вот примерно так. В нейтральных водах, ну где-то там поближе к Японии. Так что ей ничего не грозит, но тем не менее систему коллективной безопасности они для себя там создают. Кстати, я забыл сказать, Аурус. Это же был союз созданный, военный союз, его даже называют Тихоокеанским НАТО или Азиатским НАТО. Вот для того, чтобы обеспечить безопасность той же Японии от тех, кого я уже назвал, от главных источников военной угрозы. Следующий вопрос. Здравствуйте, интересует такой вопрос. Существует ли какая-то дроновая или спутниковая разведка, где могут проводиться минные поля для расчета будущих наступательных действий? Ну вот, я так понимаю, что имелось в виду проводиться? Вы имеете в виду либо проводить по минным полям войска, либо их обнаружение. Так вот, скажу сразу, что нет. Таких систем на сегодняшний день не существует, которые могли бы проводить или, допустим, обнаруживать. Еще если проводить войска через минные поля, может быть, если разведка или саперы обнаружили это минное поле и нанесли его на цифровую карту. Тогда, допустим, тогда электронная система может построить маршрут, как наиболее безопаснее пройти через минное поле. Ну а так нет. Почему? Потому что большинство, во-первых, мины очень маленькие в размерах, у них очень мало металла, и они даже при установке, боевой установке, прикапывается землей, и ее не видит никакой прибор. Металлоискатель ее обнаруживает, и то на небольшой глубине. Глубина там 2, 3, 4, 6 метров, это уже надо специальные, есть такие миноискатели, но это громоздкие машины с мощнейшими миноискателями, которые, там, магнитными точнее, излучателями, которые могут обнаружить снаряд, могут. Не гарантированно обнаружить снаряд на таких или мину на таких больших глубинах. Поэтому на сегодняшний день таких средств, к сожалению, нету. Минные поля разминируются либо механически путем подрыва или путем прокатки минными тралами, либо вручную с помощью саперов обезвреживанием мин непосредственно перед наступлением войск. Многие видели ситуацию в Угледаре, когда жгли колонны русских танков. По сути, сегодняшнее доминирование аэроразведки на поле боя максимально упрощает уничтожение бронетехники. Скажите, как танкам не стать такой легкой целью на поле боя? Использовать танк как подвижные огневые точки. По сути, штурмовые орудия. Или, как некоторые считают, вообще нужно отказаться от танков. Нет, я думаю, что следующий шаг развития танкостроения это будет создание системы невидимости для танков. Есть такие уже первые наработки, когда вокруг танка создается купол, такая сфера, полусфера точнее, которая максимально ограничивает обнаружение танка с помощью радиоэлектронных средств. Дальше это может быть развито, что-то вроде как защитного поля создается вокруг танка. Но от танков, на мой взгляд, вряд ли откажутся. Почему? Потому что все-таки такой огневой мощи, как у танка, и непосредственно для наступающей пехоты, то есть в рядах наступающей пехоты, ничего другого никто пока что придумать не может. Вот. Если изобретут какую-то такую ручную суперпушку, там, типа бластера, как мы там смотрим в «Звездных войнах», это, вы же понимаете, сегодня это фантастика, далекая какая-то фантастика. Вот. Поэтому танки останутся. Но следующее поколение защиты танков это будет, на мой взгляд, радиолокационные станции, которые будут создавать защитное поле вокруг самого танка. И тем самым делать его максимально невидимым для средств поражения, для головок самонаведения, для тепловизоров там, и прочих других
прибамбасов, с помощью которых танк обнаруживается, а потом уже поражается. Ведь самое главное это его обнаружить, засечь и потом уже применить по нему имеющиеся под руками противотанковые средства. Добрый день, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы сейчас Харьков был столицей Украины, как бы военное командование готовилось к войне? Было бы ли у них больше ума, чтобы построить до начала войны укрепрайон на границе? Как бы обеспечивалась противовоздушная оборона города, сухопутная оборона и как бы тогда поступали бы россияне, если бы война началась? Что делало бы правительство, они бы остались или уехали. Ну, вопрос остались или уехали давайте оставим за скобками, потому что на этот вопрос может ответить только ситуация, которая была бы создана в самом городе. Я думаю, что максимально бы, конечно, если правительство патриотически настроено и готово руководить страной для достижения победы, то они бы, конечно же, остались. Управляли бы с защищенных пунктов командных и страной и обеспечивали связь. Смотрите, если бы Харьков был столицей Украины, то и обороноспособность страны строилась бы исходя из этого. Конечно же, был бы укрепрайон вокруг Харькова, была бы укреплена граница. Конечно же, была бы построена система ПВО страны, исходя из того, что столица находится там в 70 километрах от государственной границы. Вот. Тут даже нету сомнения в этом вопросе. И так поступают другие государства, у которых столица находится непосредственно возле границы. Создаются системы укреплений, создается система противовоздушной и противоракетной обороны, а также создается система командных пунктов управления страной, войсками и страной, для того, чтобы обеспечить работоспособность высших органов военного и гражданского управления страной. Так что, вопрос такой, немного риторический, потому что все бы было по-другому, если бы Харьков был сегодня столицей Украины. Чем отличается шрапнель от воздушного взрыва? Кто-то мне написал, что шрапнель конвенцией запрещена. Тогда чем отличается шрапнель от огнетушителя с осколками? Смотрите, шрапнель, или еще называют ее, в некоторых источниках называют картечь, это специальные убойные элементы, которые снаряжены в снаряде. Я рассказывал когда-то об этих боеприпасах. Например, в Советском Союзе разрабатывались, это средства борьбы с пехотой, разрабатывались боеприпасы с убойными элементами. Они сейчас есть на вооружении российской армии, и наши военнослужащие подтверждают в своих рассказах, показывают даже эти убойные элементы, что Россия применяет, несмотря на то, что это запрещено конвенцией. Снаряды имеют маркировку, индекс точнее, 3Ш1, 3Ш2. Шрапнель, правильно, вы сразу же наверняка догадались. И 3Ш1 это снаряд 122 мм, 3Ш2 это снаряд 152 мм для соответствующих гаубиц. Применяется он, как правило, при стрельбой прямой наводкой. Взрыватель у него дистанционный. Его можно пускать на любое расстояние, на которое стреляет та или иная система. А взрыватель устанавливается из расчета, чтобы был воздушный разрыв. Если же вы стреляете прямой наводкой, то на взрывателе есть установка картечь. То есть он срабатывает через 300-400 метров после вылета с канала ствола. И вот эта масса, 10 тысяч убойных элементов примерно в снаряде 152 мм, в 122 там чуть меньше, там от 6 до 6-7 тысяч этих убойных элементов. Они собой представляют что-то вроде, очень напоминает гвоздь сороковку. Кончик заточенный, а хвостовая часть не шляпку имеет, а она расплющена на 4 таких перышка, чем-то напоминает стрелу. Вот, только в миниатюре.
При попадании в тело начинает хаотически вращаться, чем вызывает очень рваные раны и большую кровопотерю у раненого. Вот. Почему и был запрещен. А за счет того, что представьте их 10 тысяч, то плотность этих элементов она просто сумасшедшая. Их небольшой размер позволяет им попадать в любые щели, даже между бревнами, если блиндаж или обшивка траншей. И, ну и за счет вот этих тяжелых ранений, которые они дают, их запретила Женевская конвенция. Но россияне применяют их. Были случаи, когда военные, даже были фотографии, можете погуглить, где наши военные держат эти убойные элементы в руках и спрашивают, задают еще вопрос, что это такое, вот по нам таким стреляют. Так же, кстати, как в зажигательные боеприпасы с белым фосфором, то же самое. Они запрещены, но вы все видели видео, кто не видел, посмотрите, Угледар на прошлой неделе, в конце недели, что сделали русские, какая была массированная обстрела Угледара зажигательными боеприпасами. Там просто небо горело над городом. Вот этим вот и отличается. А осколки, это есть осколки. И даже баллон огнетушителя, начиненный взрывчаткой, и это не шрапнель. Это осколочное действие, потому что в снаряде осколки образуют корпус самого снаряда. Кстати, при производстве боеприпасов специальным инструментом делается насечка с внутренней стороны. Сталь применяется углеродистая, чтобы она крошилась хорошо при разрыве ее зарядом изнутри, чтобы она создавала как можно большее количество осколков различного размера. Вот. А также еще на некоторых видах боеприпасов внутри делается насечка фрезой, для того, чтобы фрезеруется, для того, чтобы опять же повысить количество осколков во время разрыва снаряда. Так что осколки осколками, начиненный баллон взрывчаткой и гайками, болтами, это осколочное, это не шрапнель. Вот. А уже непосредственно изготовленные убойные элементы, вот это и есть шрапнель, которая запрещена Женевской конвенцией. Как вы думаете, может ли Украина пойти на переговоры, если Российская Федерация немедленно прекратит огонь и немедленно отведет войска на позиции 24 февраля? Известно, что конечная цель Украины это границы 1991 года, и что с Путиным никто переговоры вести не будет. Никогда. Но если фюрер вдруг уйдет в небытие, как сказал Мюллер устами Леонида Броневого, а новый человек предложит начать переговоры, то на таких пока условиях. Для начала, так сказать, чтобы сейчас же остановить кровопролитие. Дело в том, что если мы согласимся на переговорный процесс с отходом российских войск на границе 24 февраля 1992 года, это будет отложенная война. Эта война не будет закончена, это будет Минск-3. И это значит, что вооруженный конфликт еще большей интенсивности, чем сегодня, возникнет через какой-то промежуток времени. Мы это все уже проходили. Поэтому почему население настроено, все прекрасно понимают, что если сейчас не выйти на государственную границу, то война не будет закончена. Это будет просто перерыв в войне. Даже не перемирие, а перерыв в войне. Что нам Минские соглашения гарантировали мир и прекращение огня? Нет. Что сделал Путин за эти 8 лет? Собрал войска? Да. И пошел на нас войной? Да. Будет то же самое. Пока мы не решим полностью территориальный вопрос. Вот когда мы его решим и закроем на границах 91 года, вот тогда мы имеем полное право создавать систему коллективной безопасности, приглашать иностранные войска и ставить их вдоль границы, чтобы было вот как в Прибалтике, допустим, сегодня. Американские и немецкие войска стоят в странах Балтии, извините. В странах Балтии. Американские и немецкие войска стоят на охране государственной границы стран Балтии. И поэтому, если Россия рыпнется, она в первую очередь будет воевать с американскими солдатами и с немецкими солдатами. Вот вам система коллективной безопасности. До того, как если мы не решим территориальный вопрос, никто с нами не будет создавать единую систему коллективной безопасности. Вот поэтому нельзя допустить либо возврата на 24
февраля 1992 года, либо остановки военных действий и начала переговорного процесса. Переговорный процесс может начаться только с выводом российских войск со всей территории Украины. Здравствуйте, тут над Израилем пролетал Б-52 куда-то на восток, и его сопровождали наши истребители. Вопросов, собственно, два. Зачем нужен такой бомбардировщик при нынешних ПВО? И зачем сопровождение для союзного самолета? Заранее спасибо. Скажу так, такой бомбардировщик нужен, потому что он кроме бомбовой нагрузки, он может нести еще и ракетную нагрузку. Посмотрите на Российскую Федерацию, Ту-95МС, откуда пускают крылатые ракеты? С акватории Каспийского моря. Достает туда наше ПВО? Не достает. Достанут туда наши истребители? Не достанут. Вот вам ответ на вопрос. Поэтому такой стратег нужен, который поднимет десяток ракет в воздух, а десяток ракет это десяток целей. А если они еще, он же стратегический, а если они еще и с ядерным боезарядом, а если у них еще и дальность, типа томагавки, если станут там воздушного базирования 2500 километров, то это моща, очень большущая. А сопровождает его, и он может не входить в воздушное пространство, а сопровождает его истребители дружественные для того, чтобы не было провокаций Сегодня этот самолет, кстати, Б-52, он отрабатывал, он пролетал с севера Европы, где-то, по-моему, с Средиземного моря, по-моему, извините, он вылетал где-то там. И потом поворачивал через Аравийский полуостров уже туда к вам. И они отрабатывали учебные вопросы бомбометания. Судя по тому, что он с Израиля повернул, с воздушного пространства Израиля повернул на восток, значит это были вопросы отработки бомбовых ударов возможно, по Ирану. Возможно. Я не видел плана учений, не знаю задания летчиков, но судя по его маршруту, он именно такие вопросы и отрабатывал. А истребители его, чтобы не было провокаций. Плюс в боевой обстановке у истребителей задача прикрыть этот бомбардировщик. Обеспечить его выход в район пусков ракет или в район бомбосброса, который ему определен в полетном задании. То есть вплоть до того, что истребители будут перехватывать ракеты или там системы ПВО, которые будут обстреливать этот самолет, либо будет его прикрывать собственным корпусом. Такова задача истребителей сопровождения. Это так было всегда, во все войны, когда была авиация. Следующее. Подскажите, пожалуйста, мы в принципе уже можем говорить, что фронтовая линия сформировалась по принципу 2014-2015 года. И в принципе это тяни-толкай, 100 метров туда, 100 метров обратно. Еще будет пару лет как минимум. Единственная разница теперь уже с ракетными атаками, верно? Нет, неверно. Я так понимаю, что у нас нет другого выбора, мы просто обязаны закончить эту войну. А война эта может быть закончена военным разгромом российских войск на территории Украины. Поэтому, да, линия сейчас более-менее сформировалась, мы ее более-менее стабилизировали. И она действительно стоит на месте. Но мы сейчас усиленными темпами готовим группировку войск для проведения контрнаступления. И вот эта группировка войск, она и обеспечит, это будет наша попытка, наш шанс перемогти в этой войне. И только военный разгром обеспечит нам остановку войны. Если военного разгрома не произойдет, будет то, что вы написали. Будет несколько лет тяни-толкай с ракетными обстрелами, потом Путин двинет новую армию, которую он за это время соберет, ну или тот, кто там после Путина придет, двинет эту армию для дальнейшего и полного захвата Украины. Они не успокоятся, пока мы можем только отбиться от них. По-другому Россия нас не оставит в покое. Если мы не разгромим российскую армию,
Это будет вечная песня. Наша песня «Гарна нова», починаем мы знову. Будет постоянно Российская Федерация нас доставать и требовать, воровать нашу историю, говорить, что это исконно российские земли, что это Русь, это они, что это никак не Киев. Вот. А Киев должен быть в составе их Руси, потому что это мать городов русских. То есть они извратили все, что можно было извратить. На свою, конечно же, в свою пользу. И поэтому только никаких тени толкает, только военный разгром. Это вынужденная мера в ходе подготовки контрнаступления. Такой вопрос. Не бойся собаки, которая кричит, а бойся собаки, которая молчит. Китай собака, которая молчит, но при этом втихаря делает все, что им выгодно. Вопрос, недооцениваем ли мы молчащую политику Китая в угоду их интересам? Ведь недаром Си Цзиньпин пошел на 3-й срок. За этим по-любому стоит восстановление Китайской империи. И Россию, и Украину они будут использовать в своих интересах. Что вы думаете по этому вопросу? Слава Украине, живе Беларусь. Ну, вы абсолютно все правильно написали. И, конечно же, Китай будет действовать в своих интересах. Ему плевать на Россию и, по большому счету, на нас тоже. Китаю нужно прекращение войны для того, чтобы продолжить торговать с Европой. Вот, и использовать российское сырье без санкций. Производить какие-то товары и толкать их на европейском континенте. Поэтому Китай занимает такую позицию, что надо немедленно сесть за стол. Китайцы понимают, что эта война не будет закончена, но зато утянув нас в переговорный процесс, они обеспечат себе выполнение своих требований. С одной стороны, политический имидж миротворца, что они остановили такую кровопролитную войну. Неважно с каким результатом, потому что им будет глубоко наплевать на результат. Но смотрите, они сидят за столом переговоров, они разговаривают, и никто не стреляет, никого не убивает. Китай миротворец, Китай лучшая страна в мире. Вот это преследует Китай. Этого, кстати, я очень сильно опасаюсь, что Китай будет давить на нас всеми силами. Причем давить с позиции Российской Федерации. Им легче принять сторону России, чем потерять Россию как свой сырьевой придаток. Им она нужна. Поэтому вы абсолютно правы, что Китай будет все равно в любом случае. Вот, кстати, судя по тому, как отреагировал Вашингтон, и что в Вашингтоне сказали, вот теперь пусть Си Цзиньпин поговорит с президентом Зеленским. Это очень, видите, даже Вашингтон очень на это надеется, чтобы президент Зеленский четко и ясно объяснил политическую позицию Украины и суть этой войны. Не ту, которую Путин там рассказывает про исконные земли, про интересы России, там, про то, что их вынудили, по-другому они не могут, что они освобождают. Весь народ говорит, не надо нас освобождать, не надо. Все украинцы говорят, оставьте нас в покое, дайте нам жить и развиваться. Не, Путин говорит, мы вас освободим. От кого, непонятно. Вот. Поэтому, да, Китай будет продвигать свою политику. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Может быть, это немножко отрезвит Си Цзиньпиня в плане понимания ситуации в Украине, настроев народа Украины. Понятно, что тоталитарный режим, видите, как они своих китайцев, даже вот с этим коронавирусом, да, как они жестко обращались со своим населением. Но тем не менее, население победило. Стычки с полицией закончились тем, что правительство Китая просто тупо сняло все ограничения в один момент. Как будто бы коронавируса никогда не было. Записали коронавирус в ОРВИ, и все, на этом все прекратилось. Все изоляции, все эти кордоны медицинские, контроли и прочее, прочее, прочее. Так что, может быть, это, что у Си Цзиньпиня тоже сложится впечатление и наступит понимание нашей позиции и сути этой войны. Ну что ж, мы на этом с вами третью часть нашего видео заканчиваем. И у нас остается, и у нас остается третья часть, это приветствия, комментарии и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первое такое же,
сегодняшнего дня. Видите, как всех взбудоражила китайская тема. И первый же комментарий тоже касается Китая. Могу поспорить, что европейцы поддержат предложение Си. Они могут вынудить Украину подписать соглашение в стиле территории в обмен на мир. Единственное, что может предотвратить эту ситуацию, это скорое и успешное наступление вооруженных сил Украины. Но европейцы будут намеренно затягивать поставку вооружения. Как-то так. Я не думаю. В Европе сейчас очень серьезные идут дебаты. Я не скажу, что там раскол или разногласия, но там идут дебаты. И все-таки Европа склоняется к тому, что Россия должна понести наказание. А раз они так склоняются к такому мнению, то, скорее всего, они поддержат Украину, дадут нам, видите, как они боеприпасы уже готовы нам давать там, на миллиарды евро. Они оружие, они учат наших военных, они дают все-таки медленно, но дают и танки, и артиллерию, и боевые бронированные машины. Вот. Так что Европа уже сделала свою ставку. Уже я думаю, что обратной дороги нет. Может быть, там еще Эммануэль Макрон пытается сам в глубине души, тайно где-то любит Путина. Вот, и все никак не может дождаться вместе с Ватиканом договориться с Российской Федерацией. Спасти Путина и Россию. Вот, как об этом говорил Эммануэль Макрон, что надо не дать России упасть там и разбиться вдребезги. Вот. А в остальном нет. В остальном Европа за нас и на нашей стороне. Хотя, всегда надо держать ухо востро. Следующий комментарий, тут очень интересный. Тайвань ведь был соучредителем Организации Объединенных Наций. Может, это и есть основная надобность Китая. Китай, как и Россия, не были учредителями ООН, а СССР и Тайвань были. Может быть. А вот тема вертолетчиков опять. В вертолете К-52 стоят нормальные, как в самолетах, катапульты. Да, я об этом и говорил. При катапультировании отлетают винты, подрывается остекление и срабатывают ракетные ускорители на креслах. Они вылетают вверх после достижения нужной высоты. Открываются парашюты. Все как у самолетов. Можно катапультироваться с любой высоты. Да, но это только в вертолетах К-52. Отстреливаются винты и есть катапульта под креслом пилота. Все остальные нет, все остальные бегут на выход в попытке добежать до двери и выскочить из вертолета, как из падающего лифта. Был в Иране несколько раз, там очень круто, интересная страна для туризма. Ну что ж. Если она действительно интересна для туризма, то вполне может быть. Это по поводу того, что я вчера пожелал белорусам хороших туристических поездок в Иран. После подписания Лукашенко договора о обмене или развитии туризма. Старику повезло, что у россиян атрофировались все чувства, а вместе с ними и чувство собственного достоинства. Это народ побегитель и побегатель, постоянно весь в говне, но всегда готов к войне. Слава усім нашим захисникам, бережи вас Господь за Украину, за ее воли, за честь и славу, за народ. Вот такой вот комментарий. Лукашенко и белорусы это просто не связанные вещи. Его тут ненавидят еще больше, чем в Украине. Да еще не вечер. Возможно, белорусы поставят точку в этом вопросе еще до победы Украины. Так что слава Украине и привет из Минска. Мы понимаем, что придется выплачивать репарации. Да, и белорусы еще в очередь выстроятся, чтобы поддержать Украину финансово. Вину коллективную признаем, это факт. Но ответственность тут уже персональная. Так же, как и у вас, все преступники, сдавшие страну, позволившие этому нападению состояться, будут наказаны. Очень хороший комментарий, вселяющий надежду. Так Великобритания заявила, что будет продолжать оказывать помощь в модернизации ВМФ, военно-морского флота Тайваня.
Ну, Тайвань пока Соединенные Штаты не бросят Тайвань, естественно, страны англосаксонского клуба будут его поддерживать. Великобритания является таковой страной. За Майдан вы правы. Моя сестра с сотнями одногруппников из университета Сумы абсолютно бесплатно в возмущенных чувствах ездили на Майдан. Ни они, ни подобные им никакой оплаты не получали. Если кем-то даже и были выделены средства, то честь и хвала украинцам, которые их не видели и не слышали. Без всяких средств, по зову сердца, устроили Майдан. Россиянам этого не понять. Они без денег никаких протестов не представляют. Да, вот в этом, кстати, стратегическая ошибка россиян, что они не могут понять нашей ментальности. Аналитика неразгаданных тайн и загадок. Нельзя защищать Родину на чужой земле. Украине скорейшего освобождения земель, соболезнования раненым, пострадавшим, вечная светлая память погибшим. Спасибо. Насчет танков согласен. Если его движок не запускали 50 лет, он уже никуда не поедет. Это по поводу 103-го бронетанкового завода, когда я рассказал, что там творится. Мечты о великой России всегда заканчиваются карточками на хлеб. Президент Джо Байден. Контрнаступ умовно на Мелітополь виглядає логічно, з якого боку на нього не подивитися. Але так само логічно виглядає контрнаступ на Херсон наприкінці літа 22-го року. І про нього теж всі говорили. Проте він трапився з зовсім несподіваного місця на Куп'янську. Після чого було обвалення всього Харківського фронту противника. Тож анонсування всіх наступів без конкретики – це військова тактика, яку використовують уже тисячі років, і вона працює. Ну, тут я с вами абсолютно соглашусь. Ну что ж, на вот такой оптимистической ноте позвольте закончить сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы уделили свое время и досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю и приглашаю, кто не подписан, подписывайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!